Приветствую, друзья! Наушники Юми от компании C-Audio мы в свое время почему-то пропустили, а тем временем уже вышла 4-я их инкарнация. Тематически модель переносит нас в мир красочных аниме-персонажей, ну а за звук у них отвечает довольно серьезная связка из низкочастотного и среднечастотного арматурных излучателей производства NOS. Что ж, оценим их возможности и сравним с некоторыми из актуальных конкурентов. Собственно, поехали! Приходят наушники в интересной такой коробке с огромной витриной на изображение девочки-зайчика. В аудиофилии подобная тематика продолжает набирать обороты, так что не удивляемся. В комплект нам положили целых 2 картинки с этой самой девочкой. Вы можете их, кстати, поставить на стол. Инструкцию, металлический круглый бокс и набор мной любимых силиконовых амбушюр типа КБ-07. Вот за это огромное спасибо. Кабель на вид простенький, он гибкий, витой, с металлическим штекером и сопротивлением на каждый из жил по 22 Ома. Рекомендую его сразу же выкинуть. Все, что он делает, это только портит звук. Вместо него я использовал Kinera Ace 2.0. Чашечки здесь яркие, словно конфеты, довольно компактные, но главное, сделаны из абсолютно прозрачной смолы, сквозь которую прекрасно виден один низкочастотный арматурный излучатель и среднечастотник NOS 29689. С внутренней стороны у них серийный номер и металлический звуковод с сеточкой, а на внешней лишь логотип компании. Выглядит это сладко, да и сидят они прекрасно. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас быстрый, как в игровых решениях, импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,45%, что очень хорошо. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на соответствующих графиках. На АЧХ низкие частоты нам приподняли всего на 2 дБ, но с медленным уходом на середину. Превосходная по амплитуде область разборчивости, акцент на имитации ушной раковины, еще один поярче на псевдодетализации и чуть притушенные, однако протяженные высокие частоты. Как видите, настройка идеальная, схожая со знаменитыми Tengzuneza. Только там было чуть больше баса и выразительности. На слух у них реализована очень любопытная схема, совмещающая достаточно плотное массивное звучание с некоторой легкостью на нижней части средних частот, приличным разрешением и протяженными, чуть подсвеченными высокими частотами. Есть в этом нечто магнетичное, что заставляет буквально залипать на любимую музыку, воспринимая ее со слегка иного ракурса. Вообще же говорить о микродинамике и о прозрачности тут, к сожалению, не приходится. Все образы строятся большими и цельными, с солидным масштабом и хорошо ощутимым приближением к слушателю. При этом с позиционированием у них все просто шикарно. Достойная голографичность, у тембров есть глубина и объем, акустически оправданная масса и мелодическая составляющая. Поют они и правда просто восхитительно. Несмотря на полученные нами измерения, бас здесь жирный, упругий, неплохо ощутимый, с приличной для арматурного излучателя глубиной, но при этом он, друзья, не заполняющий. Отсюда и берется уже упомянутая мною легкость на нижней части средних частот.
Но, что совсем уж удивительно, явного смещения баланса в сторону верхней половины спектра я в них не наблюдаю. То есть все сделано предельно аккуратно и акустически грамотно. Артикуляция у Юми хорошая, высокая четкость, выразительность и есть особый акцент на передаче эмоционального состояния композиции. Музыка в них буквально увлекает и заставляет двигаться в такт, чем бы вы в данный момент не занимались. Отдельно отмечу просто превосходный баланс и общую гармонию подачи. Высокие, хотя и чуть подсвечены, но не поднимают с собой грязь, не режут, не сыпят и не усиливают сиблетивные призвуки, позволяя, так сказать, в полной мере пережить все перкуссионные переливы и резонансы. В сравнении с более дорогими, тоже полностью арматурными Teinxuneza у героев обзора нет того уровня прорисовки, чистоты и утонченности, а следовательно, они вовсе не убийцы наушников из-за верхнего ценового сегмента. Но и в этом их фишка, предлагают нам слегка иное, не менее интересное прочтение музыкального материала. Общая плотность заменяет здесь вес и насыщенность, что очень напоминает невероятно популярный в свое время Moondrop Aria, где был реализован точно такой же прием. Разве что сцена у нас куда лучше раскрывается в глубину, естественно, чуть сглаживая задние планы. Но при этом и требования к качеству записи выставляются немалые. Лучше всего они показывают себя на всяких вокальных, тяжелых и текстурно ориентированных жанрах, не слишком перегруженных количеством инструментов. Я бы рекомендовал их для рок-музыки, чего-то из академического, электронного и всяких живых выступлений. На скорости они тоже ведут себя хорошо, но из-за общей плотности некоторые элементы могут сливаться воедино. Ну и эти наушники совсем не про агрессию, визги и глубокое погружение в тонкости, оттенки и нюансы звукоизвлечения. Да, этому производителю как-то удалось на арматурных излучателях с просто потрясающим разрешением и атакой сделать уклон на целостность и сбитость характера. Ощущение реально словно сам находишься на концерте, и это, как вы понимаете, дорогого стоит. Из этого же ценового сегмента у меня под рукой оказались и новенькие Sika LVX, Sika 2V. Но они дают нам классическую уже хорошо сбалансированную подачу с явным уклоном в микродинамику, что очень роднит их с куда более высоким сегментом. У нас же в положительном смысле яркое, открытое и сверхэмоциональное звучание. Как итог, наушники C-Audio Yumi 4 приятны глазу, удобно сидят, имеют настройку, сравнимую с куда более дорогими решениями, отличные амбушюры в комплекте, низкие искажения и целых 2 настольные картинки в стиле аниме. Для кого-то, уверен, это станет определяющим. Звучит же модель цельно, масштабно, очень выразительно и просто сверхэмоционально. Бас, несмотря на настройку, вполне ощутим, однако он не заполняющий. Верха комфортны и чуть подчеркнуты, а середина поражает с одной стороны своим разрешением, а с другой стороны плотностью подачи. Слушаются они, совершенно восхитительно. Хотя и есть отклонения от всеми признанных канонов дорогого звучания. Если масштаб, объем и мелодика – это именно то, что вам нужно, то лучше, пожалуй, и не найти, по крайней мере, в этом ценовом диапазоне. Заметьте, масштаб здесь не в ущерб позиционированию, что на самом деле огромнейшая редкость. Но и обязательно замените им кабель на нормальный, например, как у меня. А на этом, друзья, у меня все. Это была модель C-Audio Yumi 4. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!